С самых первых дней, когда на свет появилась криптовалюта и начала хоть что-то стоить, появились ребята, которые не против получить ее абсолютно бесплатно. Тысячи хакерских атак на бирже, взломы криптокошельков, фишинговые рассылки и еще много-много случаев, после которых миллионы долларов уплывали в неизвестном направлении. Да что уж там, ходить далеко не нужно. На прошлой неделе хакеры вычистили более 5000 кошельков Solana, и учитывая все украденные монеты, а также различные NFT, им удалось забрать около 8 миллионов долларов. И это только маленькая капля в этом огромном океане мошенников. На секундочку, лишь за первую половину этого года хакерам удалось украсть крипты на 2 миллиарда долларов, а это больше, чем капитализация большинства монет. Так что если вы не хотите повышать эту статистику, обязательно смотрите видео до конца, ведь сегодня вы узнаете, как мошенники могут украсть вашу криптовалюту, какие существуют схемы для обмана невнимательных пользователей, почему обычные сообщения на электронную почту могут сделать вас банкротом, а также как обезопасить себя от хакеров и криптомошенников. Привет, друзья! Меня зовут Влад, и я рад вас видеть в новом ролике на канале Coin22. Перед просмотром обязательно подпишись и поставь лайк. А мы начинаем. За всю историю существования крипты было украдено 14 миллиардов долларов. Вы можете подумать, так с какого перепуга криптовалюту до сих пор считают одним из самых безопасных способов оплаты? Ведь там же этот чудо-блокчейн, в котором все видят, что происходит. Да, блокчейн это, конечно, хорошо, и понятное дело, в теории взломать его никто не может, но криптокошельки, в которых люди хранят свои монеты, можно щелкнуть как семечку. На самом деле есть два основных варианта, как мошенники получают деньги. Первый требует хороших знаний в программировании, чтобы украсть криптовалюту напрямую. И второй — это использование различных схем для обмана людей, которые самостоятельно переведут монеты на кошелек мошенников. По данным Chainalysis, в 2021 году криптопреступники напрямую украли криптовалюту на рекордную сумму в 3,2 миллиарда долларов. А это в 5 раз больше, чем в 2020 году. А различные хитро придуманные схемы также приносят неплохой хлеб для мошенников, ведь 7,8 миллиарда долларов на полу не валяются. Напрямую хакеры любят обчищать биржи, ведь при хорошей работе можно находить уязвимости в безопасности и использовать их в своих целях. На сегодняшний день практически все покупают крипту именно на биржах. Как правило, крипта хранится на кошельке, а это значит, что он привязан к счету пользователя. Но закрытые ключи, которые контролируют кошелек, принадлежат бирже. То есть, простыми словами, биржа хранит криптовалюту от имени своих клиентов. Но так же, как и любой банк не держит все депозиты наличными, биржа хранит только определенную часть криптовалюты на горячих кошельках, которые подключены к интернету. Это нужно для того, чтобы облегчить транзакции клиентов. А в целях безопасности остальная часть хранится уже на холодных кошельках, которые не требуют постоянного подключения к интернету. Если что, у нас есть целых 3 ролика про криптокошельки, так что можешь посмотреть и детально изучить принцип их работы. Однако, в отличие от банков, практически во всех странах нет четкого регламента и гарантии депозитов в крипте, если с биржей что-то случится. По факту это снимает всю ответственность с криптобирж, а также развязывает руки криптоворишкам, так как в полиции мало кто будет заниматься такими вопросами. Ведь сложно объяснить товарищу в погонах, как вас обманули на аирдропе минте рарных NFT через пресейл на кошельке MetaMask. Тут хорошо, если в психушку не отправят. Угрозы кибербезопасности существуют с самого начала интернета и происходят ежедневно с использованием различных схем. Хакеры всегда держат прицел на бирже и взламывают именно их. Есть даже вот такой большой список по взлому бирж, начиная с 2012 года. Тут есть и биржа Crypto, с которой вывели 24 миллиона в начале этого года, и биржа Exmo, популярная в последнее время KuCoin, децентрализированная Uniswap, и не поверите, даже Binance в 2019 году потерял 40 миллионов долларов после атаки на горячие кошельки. Ну и всеми известная биржа Bitfinex также здесь есть, и куча других. Тем не менее, хакеры атакуют не только криптоплатформы, но и самих пользователей. Каждый день в интернете публикуют истории о том, как хакеры украли криптовалюту пользователей, получив доступ к криптокошельку или учетной записи криптобиржи. Некоторые ребята даже понятия не имеют, насколько высок риск взлома их учетной записи или кошелька. Поэтому давайте разберем несколько популярных схем обмана, которые в наши дни используют мошенники, чтобы получить ваши честно заработанные денежки. Одной из таких схем пользуются не только криптомошенники, а и обычные скамеры, которые не против получить на свой счет парочку ваших месячных зарплат. Называется он поддельные фишинг-сайты. Фишинг — это метод обмана, который довольно часто встречается в арсенале мошенников. Благодаря ему можно
можно получить пользовательские данные, включая сид-фразы, закрытые ключи и данные для входа на те же криптобиржи. Как правило, при фишинговых атаках используют фальшивые письма на вашу электронную почту. И главная их задача — это убедить наивных пользователей вводить конфиденциальную информацию на мошеннические веб-сайты. Простейшим примером успешной фишинговой атаки был случай с MyEtherWallet еще в 2017 году. Схема обмана была продумана лучше, чем у 11 друзей Оушена. Киберпреступники отправляли электронные письма потенциальной клиентской базе пользователей MyEtherWallet. Это кошелек для работы в сети эфира. Так вот, пользователям писали, что им нужно синхронизировать свой кошелек, чтобы соответствовать хардфорку Ethereum. После нажатия на ссылку пользователи были перенаправлены, догадайтесь куда, правильно, на фишинговый сайт, который выглядел один в один как настоящий, но содержал дополнительный, едва заметный символ в своей ссылке. Невнимательные пользователи ввели свои секретные фразы, закрытые ключи, пароли от кошельков, тем самым предоставили все эти данные мошенникам. А чем закончилась эта махинация, догадаться нетрудно. Миллионы украденных монет пропали без вести. Как сказали бы эти мошенники, рыбка клюнула. Но те, кто сейчас хранит крипту на холодных кошельках, не спешите радоваться. Ведь 2 года назад нечто похожее произошло, казалось бы, с самым безопасным кошельком Ledger. Мошенники использовали всю ту же e-mail рассылку, где пользователи переходили на липовый сайт Ledger, который выглядел идентично оригиналу, только понятное дело с незаметным знаком в виде этой маленькой точечки под буквой I. На поддельном сайте жертвам нужно было установить вирусное ПО, которое выдавало себя за якобы обновление безопасности. Но те, кто его скачал, подключили к своему кошельку пылесос, с помощью которого мошенники вычистили все до копейки. Из этого следует вывод, что даже использование аппаратных кошельков не защищает вас от фишинговых атак. Для распознавания этих фишинговых сайтов есть специальные сервисы, о которых вы сможете узнать в нашем телеграм-канале Coin22. Там мы создали специальный пост, в котором вы узнаете, как правильно проверять фишинговые сайты, чтобы не потерять свои деньги. Также в телеграм-канале мы ежедневно делимся интересными новостями и актуальными событиями, на которых вы сможете зарабатывать. Сделать полноценное видео на YouTube занимает много времени, а в Telegram вы можете получить все быстро и удобно. Так что переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код, который находится перед вами. А мы уже ждем вас именно там. Фишинговые мышеловки расставляют и на пользователей криптобирж. В 2018 такая история была с Binance, когда внимательные пользователи заметили эти две точки в ссылке сайта. Но схема не особо удалась, ведь на бирже, как мы знаем, присутствует не только логин и пароль, а еще двухфакторная аутентификация через мобильный телефон, которую мы обязательно рекомендуем вам подключить. Помимо пользовательских данных, хакеры очень часто воруют API-ключи. Простыми словами, API — это программный код, который нужен для работы между разными программами. В случае с криптой, для того чтобы торговля велась автоматически, некоторые трейдеры пользуются торговыми роботами. Тем самым они должны создавать эти API-ключи, благодаря которым робота можно подключить к своему депозиту на бирже. У торговых роботов ключи API должны иметь разрешение на просмотр, торговлю, а иногда даже и на вывод средств. Существуют различные способы того, как хакеры могут получить ваши ключи API. Например, киберпреступники часто создают фальшивых торговых ботов, которые рекламируют на просторах интернета под предлогом высокого дохода. А это нужно лишь для того, чтобы заманить пользователей ввести свои ключи API. Если ключ API имеет право вывести средства без ограничения IP-адреса, то хакеры могут мгновенно вывести всю криптовалюту с баланса пользователя. Благодаря такой схеме в 2019 году хакерам удалось вывести 7000 биткоинов с биржи Binance. Так что если в Гугле, Телеграме или Ютубе, неважно где, вам выпадает реклама чудо-робота, который сделает вас миллионером и подключить его можно за пару долларов или не дай бог бесплатно, обходите такие предложения десятой дорогой, ведь ничем хорошим это не закончится. Думаю, вам неоднократно говорили, что не нужно качать программы на каких-то сомнительных сайтах, ведь можно нахватать кучу вирусов, после которых комп перестанет работать. Совет в принципе хороший, сейчас объясню, как это может угрожать вашей криптовалюте. Существует много эксплойтов. Это такие программы для Word, Excel или Adobe, которые гарантируют, что антивирусы не будут находить вирусы и предоставляют злоумышленникам полный доступ к устройству жертвы. Простыми словами, это программа под видом обычной, например, экселевской таблицы, которую вы скачиваете себе на комп. И тем самым мошенники могут делать с вашим компьютером все что угодно. Получать личную информацию, пользовательские данные, в том числе и ключи от ваших криптокошельков. Ну и, пожалуй, самая лучшая и продуманная схема по краже криптовалюты, которую с первого взгляда раскусить очень тяжело. Это различные фальшивые криптоплатформы. В связи с активным ростом рынка крипты и NFT, мошенники постоянно запускают новые проекты, которые являются, казалось бы, нормальными, с интересными фишками, но после того, как вы закинете туда хоть одну копейку, ее тут же мошенники оставят себе. Расскажу вам один такой интересный случай. 2 года назад появилась на свет платформа под названием
IFDEX. Разработчики вешали людям лапшу на уши, что они являются крупным майнинг-пулом, в котором каждый может получать хороший пассивный доход. И самое интересное то, что им хватило буквально 2 дня активной рекламы, чтобы насобирать 20 миллионов долларов, а это почти по 7 тысяч в минуту. Согласитесь, неплохо. Ну, конечно же, только для создателей этого в кавычках майнинг-пула. Таких платформ, честно говоря, и сейчас хватает. Главная их задача — это дать хорошую рекламу на каждый утюг, и можно наблюдать, как рыбка будет сама прыгать тебе на крючок. Эти проекты создают изо дня в день в большинстве случаев одни и те же люди. С появлением NFT количество таких контор выросло еще больше. Думаю, вы неоднократно встречали платформы, где вам предлагают приконнектить ваш криптокошелек и бесплатно получить какой-то токен, который можно продать и получить за это настоящие деньги. Но подвязывая кошельки к таким платформам, вы лишь покупаете очередную путевку на море тому, кто их придумал. Но поскольку цель этого видео не научить вас повторять подобные схемы в домашних условиях, а обезопасить конкретно себя и свою криптовалюту, то давайте же разберем самые надежные способы и правила, которые необходимо выполнять каждому, для того, чтобы не быть в списках пострадавших от очередного взлома или скама. По факту все эти правила вытекают из самих схем, которые используют мошенники. Начнем, наверное, с самого базового и основного, а именно это подключение к неизвестным сетям Wi-Fi. Да, банальное подключение к общей бесплатной интернет-сети в какой-то кафешке может стать плачевным. Ведь ребята, которые знают в этом деле толк, уведут с вашего устройства все, что только можно. И фотки вашего любимого котика, и всю криптовалюту с ваших кошельков. Поэтому как бы жаба не давила потратить мобильный интернет, тратьте, ведь так будет куда безопаснее. Во-вторых, что касается фишинга, всегда, прежде чем вы будете заходить на сайт биржи или кошелька, которыми вы пользуетесь, обращайте внимание на строку сайта. Занимает секунду времени, а может сохранить не $1000. Далее момент с этими коварными сообщениями на почту. Чтобы вы понимали, ваша почта 100% находится в какой-то базе данных. И как показывает практика, их часто взламывают или вообще сами организаторы сливают их за деньги. Так вот, любые сообщения по типу «перейди по ссылке, получи автомобиль» игнорируйте и кидайте их в спам. Также это касается и просьб что-то скачать. С инвестированием в различные платформы чуть посложнее, но тем не менее свои правила есть. Самое главное, это никогда не инвестируйте на ноунейм площадках, которые работают от силы 2 дня. Используйте только те, у которых большое количество пользователей и проверенная репутация. А что насчет NFT, спросите вы? Банально просто. Если у вас уж сильно чешутся руки, чтобы получить бесплатные токены, сделайте это через рабочий кошелек. Просто за пару минут создайте новый кошелек и сделайте все через него. В любом случае вы за пару кликов можете отправить все содержимое кошелька куда угодно. Это что касается различных схем. Ну а как же обезопасить себя от хакеров, которые просто-напросто могут взломать ваш кошелек? Но тут, конечно, по большей части все зависит от разработчиков кошелька, где вы храните крипту. Но все равно есть такая заезженная фраза «не храните все яйца в одной корзине». Вы ее, наверное, не раз слышали, но она очень хорошо описывает сам смысл. Если вы действительно храните большой процент ваших денег именно в крипте, то будьте добры раскошелиться на вот такую маленькую флешку, которая стоит до $300, и будут ваши монеты в полной безопасности. А на горячих кошельках я рекомендую хранить не более 10% своих криптовалют. Ну а если вам часто приходится пользоваться именно горячими кошельками, то никто не запрещает сделать их несколько. Один основной, а другие для ваших целей. Сид-фразы и пароли хранить в телефоне также не лучший вариант. В помощь всегда придет старая добрая бумажка и карандаш, где все это можно записать. Вы скажете, так это неудобно, лучше заметки в телефоне. Я с вами соглашусь, да, неудобно, но безопасно, и вариант взлома ваших кошельков будет куда меньше. И, пожалуй, совет лично от меня. Поскольку деньги любят тишину, поменьше показывайте свой кошелек другим людям. Какой бы ни был соблазн похвастаться вашей 1000 монетами Луна, этого делать не нужно. Чем меньше людей будет знать про ваш кошелек и его содержимое, тем безопаснее вы сможете себя чувствовать. В заключение хочу сказать, что с ростом криптовалютного рынка штампуются новые схемы кражи средств и данных пользователей. Вы должны быть очень осторожны с электронными письмами, уведомлениями, сайтами и другими вещами, о которых мы сегодня говорили. В этом видео мы постарались собрать много способов, как вы можете защитить себя от криптомошенников, так что теперь им будет гораздо труднее получить ваши средства. Поэтому берегите свои деньги, не забывайте переходить в наш телеграм-канал, где вас будут ждать сервисы по защите от фишинговых сайтов и многое другое. Обязательно смотрите наши старые ролики, ведь они очень интересные. Увидимся очень скоро. Желаю вам удачи, пока.